Всем большой привет, я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами рецептом макарон на французской меренге, и в преддверии Пасхи хочу их сделать в форме яиц. И это мой первый опыт макарон в форме яиц, и в конце видео я расскажу там некоторые нюансы, не то что некоторые нюансы, покажу некоторые моменты, которые надо учесть. И для наших макарон нам понадобится сахарная пудра с миндальным уколом, у меня уже просеяны, белки комнатной температуры, лимонная кислота и соль. Этот момент можно пропустить, я знаю, что некоторым не нравится лимонная кислота солью добавлять. Краситель водорастворимый у меня и сахарный песок. Сахарный песок берите мелкий. Первым делом в обезжиренную посуду отправляем наш белок. К ним же лимонную кислоту и соль. Сахар пока не добавляем, и сахар мы будем добавлять в 3 этапа. Для начала немножко взобьем такой пивной пены, и потом в 3 этапа будем добавлять сахар. Сразу сахар весь добавлять не нужен, так как кристаллы сахара не успеют раствориться к моменту, когда уже меренга будет взбитая. И взбиваем до прям острых пиков. Сейчас покажу такое состояние. По времени не скажу, так как это все индивидуально, зависит от мощности миксера. И первым делом сейчас к меренге добавляем всю нашу сухую часть. Тут перемешиваем не боясь, так как у нас сейчас пока нету цели до ленты перемешать, а всего лишь объединить меренгу и сухую часть. До вот такого вот состояния. Как только все объединилось, убираем часть для декора, которую часть будем окрашивать. Если будете делать все одним цветом, то в этот момент тоже можно пропустить. И теперь уже начинаем перемешивать наш макронаж. Тоже тут уже поначалу так уверенно, а далее уже потихоньку, и не забываем счищать все время с лопатки. И перемешиваем до вот такого вот состояния. Вот лента есть, дальше уже не перемешиваем, чтобы не макронаж, то есть не до слишком жидкого состояния перемешать. То есть увидели, лента есть, пару еще движений. Вот видите, тут уже то, что нужно. Все, теперь отправляем в мешок. И перейдем к той части, где окрашивать. И вот, если интересно, вот такой вот краситель у меня Art Color идет, красный электрик. Ну тут уже кому как нравится. Так как он такой, насыщенный, ну и я не хочу, чтобы слишком краски добавлять, так как все равно краситель влияет на сам макронаж, потом далее сам макарон, поэтому 3 капель достаточно. И также тут вымешиваем до ленты и далее отправляем в мешок. И тут, друзья, берите насадку, конечно, лучше, чтобы он у вас был круглый, не зубчиками. Просто я свою насадку не смог найти в своем арсенале насадок, поэтому взял вот эту насадку. Ну и сами формы. Здесь вот про что я говорил. У меня тут, кстати, размер идет, высота 6, ширина, не помню, вот по высоте 6 сантиметров сами яйца. И вот про тот момент, когда я говорил, что нужно обратить внимание. Вот здесь на видео, получается, я сбоку делаю. И когда вот сбоку делаете, невозможно контролировать ширину яиц. Поэтому некоторые формы в конце там получается не столько похожим. Видите, у меня тут некоторые растеклись, потому что неудобно сбоку снимать и делать. Поэтому потом за кадром остаток самого
тесто когда осталось, я еще отсадил еще на один лист. Там уже прям сверху, здесь вот в этом месте, то есть круг, если можно сбоку делать, то форму вот яичка лучше прям сверху смотреть и контролировать сам процесс. Ну, пока тут рассказывал, уже отсадил, сами точки тоже тут уже как вам нравится. Немножко нужно отстучать, чтобы выровнять поверхность, а сами острые пики, которые остаются, можно вот просто пальчиком убрать вот эти острые части. Ну и еще немного во время выпекания они выравниваются. И вот такие вот сейчас покажу, получаются. То есть я их сушил после того, как вы отсадили, сушите в прохладном месте минут 30 и отправляйте в духовку. Тут уже тоже температура в зависимости от специфики вашей духовки. И вот такие вот крышечки получаются. Это как раз те крышечки, которые уже я отсаживал за кадром, так сказать, что были. Поэтому они тут уже более ровные получились, так как под контролем сверху, а не сбоку. А те вот тоже, это из той же партии со второй. А первые они такие, ну, ровненькие есть, корявенькие. Но это все приходит с опытом, поэтому не бойтесь. Если хотите, вот, тренируйтесь. А так вот, такие вот получаются донышки. И сейчас покажу, как внутри получается. Это наш самый любимый момент, когда все ждут, что там внутри. Хотя тут уже результат примерно понятно, что... То есть мясо есть, как мы все любим. Поэтому, друзья, вот с таким вот рецептом макарон хотел с вами поделиться. Еще раз покажу, как он получается. Тут, конечно, не до идеальной формы яичко, но тут если приноровиться и руку набить, то без проблем. Так что, еще раз, друзья, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Я вам желаю хорошего дня, до новых встреч, всем пока.